Я обещал, что следующий выпуск по игре The Forever Winter будет важным для нас всех. По названию видео вы уже поняли, о чем она будет. Мой выпуск про глубокий разбор нового патча, в котором разработчики добавили показатель выносливости и анимации лечения, сильно взбудоражил игровое сообщество The Forever Winter. Почти за месяц данный выпуск набрал больше всего комментариев, лайков и дизлайков, чем другие мои видео по этому проекту. Даже мои крутые и полезные гайды по игре The Forever Winter за больший интервал времени не набрали такой вовлеченности. Я признаю, что был неправ, считая, что англоязычная аудитория хочет видеть данный проект исключительно в заявленной разработчиками концепции, а именно, чтобы игрок был максимально слабым и беспомощным бомжом, который будет прятаться по углам и собирать всякие трофеи, если ему вообще повезет. Такой необъективный и поспешный вывод я сделал, почитав несколько комментариев англоговорящих игроков в группе Discord. На самом деле, в этой группе одни и те же активные англоязычные игроки, которые топят за изначально заявленную разработчиками концепцию. Однако оказалось, что на самом деле среди них, как и среди нас, есть много игроков, которые хотели бы видеть развитие проекта в другом направлении. Просто они так активно не высказывают свою точку зрения, в том числе в группе Discord. Есть англоязычные игроки, которые меня поддерживают в комментариях к моим видео, в которых я высказываю свое мнение по многим обновлениям и неподходящим элементам в игровом процессе. Это означает, что не все так очевидно, как кажется на первый взгляд. Мне наконец стало понятно, как видят развитие игры и в русскоязычном сообществе. Естественно, меня смотрит в основном СНГ аудитория. У меня появилась объективная статистика, исходя из своих видео. И знаете, тут тоже не все так однозначно. Если судить по резонансному выпуску, то наша русскоязычная аудитория в основном разделилась на два лагеря. С небольшим перевесом все же большинство игроков со мной согласны. Они так же, как и я, хотели бы видеть данный проект в первую очередь как хорошо сбалансированный шутер, в котором будет быстрый ТТК противников, приятная стрельба из оружия с минимальной отдачей, при которой можно будет убивать сразу много врагов, с возможностью передвигаться быстро за некоторых героев по карте, без каких-либо ограничений по выносливости. Простыми словами, мы хотим быть способны доминировать над врагом, быть крутыми Рэмбо или, как там нас другой лагерь игроков называет, казуалами. Я предлагаю идеальный вариант для всех – разделить игру на две концепции. Когда мы запускаем игру и нажимаем «Войти во внутренности», то игра нам предложит два варианта. Первый вариант, назовем его стандарт или нормал. В этом варианте будем играть в легкий, приятный шутер, где нет ограничений по выносливости, где стрельба из большинства оружия будет происходить с минимальной отдачей или вовсе без нее, где обычную пехоту и простых киборгов можно будет убивать с первого патрона в голову, где дробовик будет имбой в близкой дистанции. В общем, как все было до мартовского обновления 2025 года. Второй вариант будем называть хардкор. Тут мы будем играть по заявленной концепции, как хотели разработчики, а именно с показателем выносливости, с долгим временем на убийство обычной пехоты и простых киборгов, чтобы игрок по большей части прятался от врагов и так далее. Предлагаю в комментариях к данному выпуску написать все свои идеи, что можно добавить в игру и как ее улучшить, по вашему мнению. Также можете написать, какую концепцию игры в итоге вы хотите видеть. Не стесняйтесь, пишите то, что посчитаете нужным. Только у меня к вам просьба. Если будете формировать сообщения на русском языке, то, пожалуйста, обязательно составляйте предложения как можно проще, без сокращений или редких словосочетаний, потому что разработчики будут читать ваши идеи в переводе, и нужно, чтобы YouTube их смог перевести максимально достоверно. Я читал много интересных комментариев в своих видео, где игроки высказывали
разные идеи для улучшения проекта. Уверен, что разработчики тоже нас читают и делают из этого выводы. Просто у них нет объективной информации насчет пожеланий всех игроков. Скорее всего, они слушают одних и тех же активных людей в Discord-канале. Но игровое сообщество не ограничивается только каналом в Discord. Всем комментировавшим мой предыдущий выпуск про глубокий разбор нового патча, я отправлю данное видео. Надеюсь, все, кто меня поддерживал и кто хейтил, также старательно напишут в данном выпуске свое видение проекта, сформировав грамотные пожелания для разработчиков. Хорошо, когда художник знает, что такое конфликт и стресс. Это богатый источник идей, но, скорее всего, творить в состоянии стресса будет невозможно. Стресс подавляет творчество. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. Еще увидимся.